Улыбчивого всем настроения. Итак, я продолжаю пчелиные истории. Пчелки меня никак не отпускают, и хочу сегодня связать маленькую небольшую пчелку в виде погремушечки. Итак, автор Кристина, и пчелка выглядит вот так. Это бесплатное описание. Ссылку на автора и страничку в Инстаграм я оставлю внизу под видео. У этого автора есть еще бесплатные мастер-классы и описания, поэтому, возможно, вы кроме пчелки для себя найдете еще какие-то другие игрушечки. Итак, пчелка выглядит вот так. И здесь идет описание. Ее я планирую в виде погремушечки, но я когда просмотрела описание, здесь самое широкое место в голове 4 столбика плюс прибавка, и тельце точно так же 4 столбика плюс прибавка. А для погремушечек, в которых я вставляла свою капсулу-шуршалку, я использовала 5 столбиков плюс прибавка, то есть голова должна быть больше. Теперь я не знаю, как станет в эту игрушку мой контейнер с бисеринками. Ну, коль я ее уже выбрала и для себя отметила, то в любом случае я ее свяжу. Итак, пчелка выглядит вот так. Автор у нас вот он. Ее зовут Кристина. И я начинаю вязать вот такую маленькую замечательную пчелочку. Итак, вот что у меня получается. Первая деталька — голова. Я сначала подумала, что она маленькая, она действительно маловато, но я все же втиснула туда мой контейнер с бисером, чтобы все-таки это была игрушка-погремушка. Контейнер я использую вот такие пластиковые. Они называются контейнеры для бисера и мелочей и продаются в магазинах для рукоделия. Я их покупаю у себя в городе. Вот так они выглядят. Контейнер сюда стал очень плотно. Здесь он даже не шевелится. И все же это будет погремушечка. По описанию автора деталька — это пришивная, вернее, голова отдельно и туловище отдельно, и потом это все сшивается. Я решила сделать цельновязанную голову тела у этой пчелки, чтобы меньше было таких заморочистых моментов. Итак, я продолжаю вязать тельце. Очень рада, что все-таки контейнер влез в голову этой пчелки. И уже покажу вам, как будет выглядеть основная деталька игрушечки. Итак, немножко процесса. Я продолжаю вязать цельновязанную детальку, и поэтому мне пришлось добавить 2 ряда сюда еще, потому что немножечко не получалось, и я позволила себе чуть-чуть видоизменить схемку, добавила 2 ряда, чтобы это выглядело практически как на картинке. И я продолжаю дальше вязать пчелку. Итак, приступила к вязанию нижней части, вязала по описанию, и здесь мне не очень нравится, здесь слишком тонко и слишком узко. Я распущу сейчас до этого момента, уберу отсюда 1 ряд, сделаю соединение между детальками потолще. И, скорее всего, сюда добавлю еще 1 ряд с прибавками, потому что это самая широкая
часть получается у пчелки, и как-то мне не хватает здесь. Поэтому я сейчас распущу и перевяжу немножечко по-своему. Я продолжаю вязать, и мне пришлось переделать всю нижнюю часть пчелки, потому что когда я вязала по описанию автора, мне показалось, ну, слишком маленький объем внизу, поэтому я переделала на свой вкус. Заканчиваю вязать и покажу вам уже целую готовую заготовочку. Итак, посмотрите, вот что у меня получилось. Замечательная основа, форма мне очень нравится. Я уже пришила ручки. У автора ручки по кругу 4 петли, но 4 петли очень тяжело вязать, поэтому здесь у меня ручки по 5 петель по кругу. Я их уже пришила. И здесь вы видите разметку, так как это погремушка, которая предназначена для очень маленьких деток, поэтому здесь не должно быть никаких пластиковых деталек. Я сделала разметку, чтобы вышить глазки. Глазки планирую вышивать новой формы. Не знаю, как это у меня получится, потому что с вышивкой у меня всегда как-то не складывается, особенно с парной вышивкой, как глазки. Это для меня очень-очень проблематично. Здесь я сделала разметку, чтобы разметить середину и начало для вышивки глаз. Надеюсь, у меня все получится. Здесь у меня еще связались рожки. Вот так они выглядят. У автора они тоже 4 петли по кругу, я связала по 5. И у меня еще связались крылышки. Крылышки у меня такие. И я подумала, коль я уже совсем делаю пчелку по-своему, решила сделать по-своему и крылышки. У автора они однослойные, но я уже вязала однослойные подкрылки, и у меня с ними были проблемы. Они у меня загибались в разные ненужные стороны, что мне не очень понравилось, поэтому я решила связать обыкновенные крылышки. Они достаточно плотные и жесткие. И я думаю, что такие маленькие крылышки будут смотреться у такой пчелки очень хорошо. Вот так. Я думаю, такие крылья ее не испортят. Сейчас я буду пришивать. Я, наверное, скорее всего сделаю глазки, затем пришью крылья и в конце уже пришью усики, чтобы это было симметрично вышивке. Я пришиваю крылышки. Крылышки я пришиваю не в горизонтальном положении, а вот так вот в вертикальном положении по отношению к игрушке, потому что хочу, чтобы они вот торчали, чтобы игрушка не была такая, как в плоскости, а чтобы она была максимально объемная. Закрепляю крылышки сейчас на булавочке. Одно крылышко уже пришито. Пришиваю их в таком положении круглой иголочкой. Вот такой. Потому что ровной иглой пришивать очень неудобно. И вот такую детальку очень удобно пришивать именно вот такой полукруглой иглой. И я уже сделала глазки. Знаете, на удивление вышила их с первого раза, не переделывала, не выпарывала, чему я очень рада, но их покажу уже, когда пришью усики, и тогда вам уже покажу готовый результат. Вот все и готово. Посмотрите, какая получилась пчелка.
Вот так она выглядит сбоку. Вот так она выглядит сзади. Такие крылышки торчащие. Игрушка получилась очень хорошая. Даже лучше, чем я ожидала. Замечательная погремушка. Небольшая. Компактная. И все детальки маленькие, как раз для маленьких ладошек. Имеет нежный шуршащий звук. Игрушечка мне понравилась. Буду ли я повторять? Я думаю, да. Я думаю, на такую малышку найдется много желающих, поэтому я с удовольствием буду вязать таких еще. Знаете, если вам самим игрушка нравится, то 100% найдутся такие же, кому она тоже так же само будет нравиться. Так что я в этой пчелке не сомневаюсь. Игрушка замечательная, маленькая, хорошая, компактная. А для вас, для всех, кто досмотрел мое видео до конца, я оставлю описание со всеми моими изменениями, чтобы и вы тоже смогли связать такую замечательную пчелку, как у меня. Спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости, провели это время со мной. Смотрите дальше описание и вяжите с удовольствием.